Всем привет! Все знают, что Xiaomi Mi Mix 4 стал первым смартфоном компании с подэкранной фронтальной камерой, которая практически незаметна. Продажи данного смартфона, скажем прямо, не акти. И вот совсем недавно в сети появились концептуальные изображение перспективного флагмана Xiaomi Mi Mix 5, причем сразу в двух вариантах. Первое фото демонстрирует круглый блок камеры, очень далеко напоминает Huawei Mate 40. Второе фото показывает нам, что все 4 модуля встроены в один вертикальный ряд. Кстати, напишите в комментариях, какой смартфон мы, скорее всего, должны получить на выходе. Само собой, к официальным изображениям эти картинки не имеют никакого отношения. Но нельзя исключать, что Mix 5 действительно будет выглядеть как-то так. Ведь на данный момент практически все производители пытаются удивить своих фанатов, а также простых пользователей, именно внешним видом гаджетов. Ведь в плане мощности уже расти некуда. Взять хотя бы долгожданный смартфон от компании OnePlus, а именно 10 Plus. Самые большие изменения мы увидели именно в конструкции основной камеры, которая сдвинута влево и плавно перетекает в боковую рамку, и она практически квадратная. Чем-то вот эта вся конструкция напоминает Samsung Galaxy S21, я имею в виду перетекание рамки. Перейдем снова к Mix 5. Стоит отметить, что уже сейчас в сети опубликован перечень возможных характеристик, и он выглядит внушительно. Это и процессор Snapdragon 8 Gen 1, и отличный экран на 6,89 дюйма, разрешением 2К с кадровой частотой 120 Гц, и основная камера на 108 мегапикселей с 200-кратным цифровым и 15-кратным оптическим зумом. Ну и конечно же цена всего $990. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! В том, что аппарат получит топовую систему от Qualcomm, можно не сомневаться. Мы должны получить Snapdragon 8 Gen 1. Тут мы имеем трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3,0 ГГц, 3 ядра Cortex-A710 трудятся на частоте 2,5 и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получила графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображения Spectra 680. Ожидается, что при тестировании в AnTuTu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. Но к моменту выпуска Mix 5 компания Qualcomm должна предложить нам Snapdragon 8 Gen 2. Так что и такой вариант не стоит исключать. Основные нововведения нового процессора заключаются в 20 температурных датчиков для лучшего контроля нагрева. Анонс новой серии может состояться в марте 2022 года. Ожидаемо, что при таком оснащении новинка не будет дешевой, но и недорогой. Ценник на Xiaomi Mix 5 8256 памяти составит $990. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $990 это плюс-минус 75 тысяч рублей. Возьмем до 80. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 12 моделей показать. Это Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus, Galaxy Note 20 Ultra, Mi 11, Google Pixel 6, Note 20, Xperia 5 Mark III и Galaxy Z Flip 3. Ну и пошли старички. На мой взгляд, основной конкурент данному смартфону это, конечно же, Google Pixel 6. Это достаточно интересное решение в наше время. Минимальная стоимость смартфона 67 тысяч, максимальная 79. Благо, e-каталог собрал всех продавцов. И для себя вы можете решить, какой продавец вам сейчас предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы можете для себя что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении. Вам обязательно ответят.
Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Как мы помним, в Xiaomi Mi Mix 4 фронтальная камера была подэкранной. И Mix 5 тоже должен получить такую же. Но уже нового поколения. Лично я не приветствую такую фронталку. Вернемся к фото. Один вариант изображения смартфона демонстрирует сдвоенную врезанную фронтальную камеру. И это для многих людей является предпочтительнее, нежели подэкранный вариант. А вот сам дисплей однозначно мы получим топовый. Диагональ составит 6,89 дюйма, разрешение 2К, кадровая частота 120 Гц. Он будет выполнен по технологии, конечно же, AMOLED LTPO. Преимущество таких экранов — это автоматизированный динамический контроль частоты обновления экрана, а также энергопотребление становится ниже на 10-15%. К фишкам стоит отнести два стереодинамика, а также защиту от пыли и влаги. Относительно основной камеры есть два варианта. Первый предполагает следующую конфигурацию. Главный сенсор на 100 мегапикселей с механическим телеобъективом. И вспомогательный на 40 мегапикселей сверхширокоугольный объектив, 13 мегапикселей телеобъектив и 48 мегапикселей широкоугольный объектив, а также датчик TOF. Второй вариант — это основной сенсор на 108 мегапикселей и вспомогательный на 50 мегапикселей широкоугольный объектив, 50 мегапикселей сверхширокоугольный объектив и 50 мегапикселей портретный объектив. Также есть 8-мегапиксельный телеобъектив. Лично я думаю, что мы должны получить именно второй вариант, так как кое в чем он сходится с камерой Xiaomi 12 Pro, которую совсем недавно представила компания Xiaomi. Xiaomi Mix 5 приписан 200-кратный цифровой и 15-кратный оптический зум и специальный алгоритм работы, режим фокусировки изображения. То есть можно временно приостанавливать работу отвлекающих приложений, чтобы сосредоточиться на важном деле. В нашем случае это, конечно же, камера. Пользователь может выбрать приложение, которое система временно заблокирует и не даст открыть. Активировать режим можно вручную или по расписанию. Также Mix 5 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью целых 200 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Xiaomi подтвердила, что технология безопасна в использовании и что в эту новую технологию зарядки включены 40 мер безопасности и защиты. После 800 циклов зарядки аккумулятор сохраняет 80% первоначальной емкости. Этот показатель намного лучше, чем требует китайский отраслевой стандарт. Зарядка мощностью 200 Вт может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 50% всего за 3 минуты. А для полной зарядки ее требуется около 8 минут. Ну что же, ребята, однозначно данный смартфон получится восхитительным решением. Но вы должны понимать, что Xiaomi Mix 4 с первой подэкранной камерой фронтальной не сильно продавался, скажем прямо. Почему? Потому что, во-первых, он был дорогой, во-вторых, он не сильно поставлялся во все страны мира. И это вы должны понимать, что Mix 5 не будет лидером продаж. Конечно же, сейчас Redmi лидирует в продажах и так далее. Mix 5 берет тем, что это эксклюзивный смартфон, который берет на себя все нововведения данной компании. Мы получим все самое топовое. И вы это должны понимать. Ценник 1000 плюс-минус долларов — это не такой большой, как может показаться на первый взгляд. Ну что же, ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.